я никуда не пойду. Ну нет, не колбас. Прикинь, вот таким жулом сейчас у нас дофига. ГАЗ-67. А. Вот откуда на Волге-то вот эти вот рессоры все. Вот такие вот похожие у нас стоят возле артиллерийского музея. Там мы сейчас пройдемся, сходим к танкам. Зенитка. Услышал тут дядьку экскурсовода. Вот эти прожекторы служили для того, чтобы ослеплять авиацию. Луч мог бить на 22 километра. Вот. 34-ка. Образца 44-го года. Пантеры были. Поражали Да. его. Да. Ну да, блин, такая махина. ИС-2. Раза в 1,5 больше, чем 34-ка.
что-то какая-то таблица, я так понимаю, это пристрелка, поправки или еще что-то. Это уже орудийные, ну, орудия корабельные. Снарядик такой, ничего себе. Зенитка. А вот это тоже монументальненько. Винт. Нифига такая махина. Вон там попадание какое-то, осколочное, наверное, или еще что-то. Так, что у нас здесь пишут? Дата 3 октября 56 года. Вес 14 408 килограмм. 14,5 тонн. Нифига себе. Но если это уже послевоенный, то получается это у нас не осколочное попадание, а обо что-то он долбанулся. Да. Можжевельником пахнет просто обалдеть. Так, а это вот что такое у нас справа? Что-то непонятное. Дальномер морской, стереоскопический, с 6-метровой базой. Дальномер. Угу. Это вот у нас что такое? Что-то тоже монументальненькое. Корпус командно-дальномерного пункта. Крейсер Молотов. Часовня, да, насколько я понимаю. Часовня. Храм-часовня во имя Георгия Победоносца. Заложен 19 января 1995 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея II к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сооружен за 77 дней с участием Черноморского флота Российской Федерации. Пойдем посмотрим, что там за часовня. Ага, посмотрели. Закрыто. Закрыто. Да. Это источник. Только почему-то он не действующий.
Это фамилии тех, кто, значит, что написано: замужество и славу, нет, вру, замужество и героизм, проявленные в 1944 году при освобождении Севастополя, удостоены звания Героя Советского Союза. Грузины, славяне, татары, все. Пожалуйста, и белорусы, и украинцы, грузины, татары, армяне, русские, все вместе. Вот так вот все вместе делали одно и то же дело. А по одному, как сейчас, нас только ссорят. Диорама закрыта. Ну ладно, пройдемся, посмотрим мимо немножко. Ведутся реставрационные работы. Ну ладно, хорошо. А здесь как позиции восстановленные, да? Надо пройтись посмотреть. Ну, я сомневаюсь, конечно, то, что в военное время было время, тавтология, то, что в военное время было время сажать вот это вот все на цемент, чтобы оборудовать окопы и позиции. Это, конечно, вряд ли, скорее всего, использовалось дерево, вот как здесь. Но это уже сейчас, видимо, декоративная часть. Камни-то, может быть, и использовали так, для бруствера там или еще что-то. Но думаю, то, что времени не было особо рассусоливать, сажать все на цемент, на раствор. Вот так вот, да. Так вот, скорее всего, это все и выглядело. Ой, чуть не сполз вниз.
нас в Ленинградской области тоже кое-где бывает попадаются такие окопы. В основном, конечно, без бревен, безо всего по бокам. Но бывает попадаются такие хорошие, укрепленные, там, где, допустим, были тыловые позиции или накопительные позиции. А те, которые именно боевые окопы, они безо всего вот этого дела. Так, земляночка. Ну, давайте посмотрим, что там за земляночка. Ага. Вот так вот это все выглядит. Землянки, да. Они вот обделывались бревнами. А окопы обычные зачастую были безо всего. Единственное, то, где я видел несколько раз окопы, укрепленные бревнами, это, ну, у нас там в Ленинградской области, понятно, но только в некоторых местах. И как раз, когда ездил на Ладогу, туда в Карелию, уже за Ленобласть, там были финские окопы. У них тоже все было вот таким же макаром. Скручено, прикручено, то есть были окопы выложены бревнами. Но у меня видео там есть. Кусочек я вставлял. Это как раз, наверное, в ролике, где ходилка-бродилка. Ага. Идет ремонт, проход запрещен. Это что-то, видимо, типа командного пункта, командный блиндаж. Здесь укрепленный. Так, пойдем подниматься, и я думаю, на выход будем двигаться в обратную сторону. Нам надо еще поесть, зайти куда-нибудь. Хоп. Перепрыгнули. Куда-нибудь зайти поесть, на море сходить искупаться. Вроде как завтра должен взять билеты на завтрашний день товарищ Ильёсик. Поеду его встречать в аэропорт. Что-то. Какая-то машинка штабная, видимо. Ну, раз не грузовик, безо всяких бойниц и пулеметов, значит, по-любому какая-то штабная. Возить начальство, документы, ну и так далее. Не знаю, что за машина. Если кто-то знает, напишите, скажите. Вон, бензобак сзади. Более смахивает на запорожец. Вот, орудия какие-то. Артиллерия. Артиллерия, да. С такой пушки, как у херачить, блин. Да. Там полетят клочки по закоулочкам. Огневая точка. Ага. Ну, это от автоматного пулеметного огня. Понятно то, что от мин и всего остального она не спасет. Там, ну, сколько, 3 или 4 железа. Вид, конечно, шикарный. Но это для нас сейчас шикарный. А военное время — это стратегическая высота. Какая шхуна. Торпедный катер типа «Комсомолец» проекта 123К. — 24 сентября по директиве Ставки направление главного удара переносится с Рижского на Мемельское, Клайпедское. В ходе Мемельской операции группа фашистских войск «Север» была окончательно отсечена от Восточной Пруссии. Элементы немецкого блиндажа. Это
бочки для топлива. Бочки для топлива, остатки какой-то тележной темы, конины. Вот эти стенки рифленые, это капонир такой дуговой, железный. Очень рад, что поехал. Не зря. Все понравилось. Красиво. Воздух классный. Техника. Ну, в основном техника выставлена. Сейчас это вроде как музей. А как представишь, когда здесь бои шли, что творилось вообще. Так, ну что, отправляемся дальше обратно к дому на паром. Нахимовская площадь. Опять же, пункт вакцинации. 1846. Это получается уже 150, 160, 170 лет. На том берегу нас ждет магазинчик с вкусным пивасиком. Так. Пойдем кукурузу купим. Кись-кись. Кись-кись.
Сейчас идем в Сосновую рощу, проходим ее и спускаемся к месту нашего базирования.